привет, с вами Евгений. В этом выпуске я хочу сделать обзор трансформатора силового, а именно как я борюсь с сильным гулом, создаваемым трансформатором. Вот, имеем мы такой трансформатор, достаточно большой, отлично подходит для подзарядки аккумуляторов, ну и в таком духе. Вот, смотри, примерные размеры хочу вам показать. Теперь я его сейчас включу и продемонстрирую его работу на звук. Звук он создает при работе очень даже неприятный и громкий. Сейчас отпаяем питание его и приступаем к разборке. Теперь, где пластины начали друг от друга отставать, разводим ножом, чуть-чуть, буквально, и в наглую заливаем силиконом. Просто заливаем. И сразу же сжимаем, вытесняя все лишнее. Теперь все лишнее зачищаем обычным ножом.
Теперь берем обычный листок бумаги, им обворачиваем вот так кусок железки, жестянки, там без разницы, можно деревяшки. Таким образом отмечаем примерные границы на нем. Отмечаем примерно. После в пределах этих границ заливаем силиконом, прямо добро, не жалеем. Не жалеем ни силикона, ни бумаги. Готово. Теперь ложим на бумажку и придавливаем как можно сильнее. Готово. Эту же процедуру проделываем с двумя половинками, с 4 краями половинок. После все лишнее обрезаем обычными ножницами. В результате у вас должен получиться вот такой вот результат. И собираем трансформатор теперь. Собственно и все. Теперь собираем трансформатор обратно. Первое. Вставляем. И теперь остается растянуть. Супер. Не забываем о том, что корпус трансформатора стягивать нужно максимально сильно. Вот. После завершения сборки можете дополнительно его залить силиконом, все стыки. Это уменьшит его шум работы. Ну вот, все готово. Силикон полностью остыл. Давайте же его включим и сравним, стало лучше или хуже. Ну-ка. Ну вот, трансформатор стал значительно тише работать. Главное преимущество в силиконе это то, что
При желании можно будет трансформатор обратно разобрать. В отличие от эпоксидного клея, как мне советовали в интернете. Всем спасибо за внимание. Ставим палец вверх. Подписываемся на канал. До связи.